Конфликт между ливонскими рыцарями и новгородцами начался в современной Эстонии. Хотя миссионеры и крестоносцы пытались установить мирные отношения с Новгородской республикой, новгородцы также пытались подчинить или обратить в свою веру эстонцев-язычников. Ни одна из папских булл 1240-1243 годов не упоминает войну против русских. Они говорят лишь о регионе с нехристианами и о миссии среди язычников. Ливонский орден с 1236 года стал автономной частью Тевтонского ордена после поражения от литовских язычников в битве при Сауле. Далеко не все его члены являлись этническими немцами, и вдохновлялись они не национальной, а религиозной идеей. Позже Александр Невский и его соратники называли своих врагов римлянами и боролись не с германством, а с католицизмом. Ливонцы поддерживали хорошие отношения с псковским князем Ярославом Владимировичем. Когда новгородцы его изгнали, он при поддержке ливонских рыцарей напал на Псковскую республику. Это вызвало контратаку Новгорода в 1241 году. Когда они приблизились к самому Новгороду, местные жители вспомнили о 20-летнем князе Александре Невском. Александр Невский был сыном великого князя Владимирского Ярослава. После поражения Руси от монголов, Владимирские князья из династии Рюриковичей, подобно многим другим русским княжествам, признали монгольское иго. Александр Невский не искал союза с католиками против монголов, как, например, Данила Галицкий. В это время Монгольская империя пребывала на вершине могущества. Сжёгши дотла Киев, его войска направились на запад. Под командованием Субэдэя монголы разгромили венгров 11 апреля 1241 года, перешли по льду Дунай и захватили Пешт. Венгерский король бежал к Адриатическому морю. Тем временем Батый подошел к Вене. Объятая ужасом Европа готовилась к обороне. Немецкий король объявил внутренний мир и призвал к крестовому походу против татар. Их имя произносится Тартар, как преисподняя. В них видят исчадия ада. Когда они стояли лагерем в Венгрии, их настигла весть о смерти Чингисхана. Вслед за чем они повернули назад в Монголию и с тех пор больше не возвращались. Ливонские рыцари воспринимали Александра Невского и других правителей русских княжеств как подданных монгольского хана. В 1242 году, после смерти отца, он ездил в сарай на поклон к покорителю страны, где, скорее всего, просил также ярлык на Владимир. Монголы доверили Владимир младшему брату Невского, а самому ему жаловали ярлык на Киев и Новгород. Ливонские рыцари продвинулись на территорию Новгорода из Эстонии. Положение стало опасным для города, когда рыцарский орден захватил Псков, что имело важное значение для защиты торговых путей Новгорода. Однако под предводительством Александра Невского новгородцам удалось отбить Псков в марте 1242 года. 5 апреля 1242 года ливонские и новгородские войска встретились на Чудском озере. Почти все средневековые источники весьма неточны в своих описаниях численности этих войск. По российским оценкам, на стороне Новгорода было около 15 тысяч бойцов, а на стороне рыцарского ордена около 10 тысяч. Нероссийские историки всегда ожидали значительно меньших цифр. Сегодня российские эксперты также считают вероятным наличие от 3 до 4 тысяч воинов на стороне Новгорода, включая войско Александра Невского. С другой стороны, вооруженные силы ордена вероятно состояли всего из 500-600 всадников и 1000-1200 эстонских пехотинцев. Согласно исторической хронике, только 30 рыцарей были настоящими всадниками в доспехах, каждого из которых поддерживали от 5 до 6 других всадников. В результате число всадников составит не более 200 человек. Согласно ливонской рифмованной летописи ордена, написанной в конце 1340-х годов, у русских было много лучников, и битва началась с их смелого нападения на королевских людей, датчан. Вскоре среди лучников развивались знамена братьев, и послышалось, как мечи разрубают шлемы. Многие с обеих сторон упали замертво на траву. Тогда армия братьев была полностью окружена, поскольку у русских было так много войск, что на каждого немецкого рыцаря приходилось легко 60 человек. Почему убитые падали на траву, если это было ледовое побоище? Дата сражения 5 апреля указана по юлианскому календарю, а по григорианскому сражение было еще на 7 дней ближе к лету. В честь битвы был установлен День воинской славы России, отмечаемый 18 апреля, а не 5 числа. Если ориентироваться на современные среднестатистические температуры середины апреля в Псковской области от +1 до +9 градусов Цельсия, то образование достаточно прочного льда на Чудском озере маловероятно. Возможно, лед еще не полностью растаял,
или находился в финальной стадии таяния из-за существенного потепления. Однако его состояние уже вряд ли позволяло проводить масштабное ледовое сражение с тысячами воинов, передвигающимися по льду. Ледовое побоище не воспринималось современниками как событие большой важности, утверждает специалист по русским летописям Игорь Данилевский. Новгородская и Лаврентьевские летописи и классики российской исторической науки Николай Карамзин, Сергей Соловьев и Николай Костомаров говорили о нем кратко и без эмоций, а Василий Ключевский и Михаил Покровский вообще не упоминали в своих работах. По достоверным данным, проиграв битву, орден потерял в том бою 26 рыцарей, 20 погибшими и 6 пленными. Для сравнения, битва при Сауле 1236 года против литовцев погибли возглавлявший поход великий магистр и 48 рыцарей ордена меченосцев. Поражение не означало прекращение войн между орденом и русскими. Через 10 лет орден вновь временно овладел Псковом, а всего между ним и русскими имело место свыше 30 больших и малых войн. В Роковорской битве 1268 года участвовали несколько раз больше войск с обеих сторон, чем в ледовом побоище. Прекращение экспансии Тевтонского ордена в новгородские земли не обязательно связано исключительно с поражением в ледовом побоище. Это было скорее результатом множества факторов и обстоятельств. Экспансия Тевтонского ордена в Пруссию и Литву была более предпочтительной. Эти территории находились гораздо ближе к территории Тевтонского ордена, чем Новгородская Русь. Пруссия была богата природными ресурсами, а также имела благоприятные условия для земледелия и животноводства. Пруссия и Литва в то время имели меньшее население по сравнению с Новгородской Русью. Меньшее население также могло упростить завоевание и управление этими территориями для Тевтонского ордена, так как меньшее количество людей представляло меньшую силу сопротивления и сложность в административном управлении. Ключевая роль битвы и Александра Невского в судьбе России состоит в ином. В 1250-х годах, став великим князем Владимирским, он сделал исторический выбор в пользу покорности Орде и заимствования ее политической модели. До этого великий хан назначил Андрея великим князем Владимирским, а Александра Невского киевским князем. Вероятно потому, что Александр был фаворитом Батыя, а Батый был в немилости у великого хана. Когда Андрей вместе с другими русскими князьями и западными народами начал заговор против монгольских правителей, Александр отправился в Сарай на Волге и донес на своего брата сыну Батыя, который послал армию свергнуть Андрея и поставил Александра великим князем. Он помог заставить Новгород подчиниться переписи и монгольскому налогу. На этом завершился процесс навязывания монгольского ига на Северной Руси. В 1725 году, после завершения войны со Швецией, Екатериной I был учрежден орден Александра Невского. Советский режиссер Сергей Эйзенштейн создал в 1938 году героический кинопортрет в фильме «Александр Невский», в которой изображение битвы на Чудском озере занимает много места. В фильме рыцари изображены жестокими захватчиками, которые в конечном итоге проваливаются под лед. В этом фильме появилось выражение «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Это была перефразировка цитаты из Евангелия «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». После пакта Гитлера-Сталина в августе 1939 года фильм не разрешили показывать в Советском Союзе. Не забудьте подписаться, пишите комментарии, ставьте лайки.